И за столом срыв захватом. Хаджимурат Залоев держится за руку, но будем надеяться, что серьезных травм не было. Спонсор выпуска — компания Сила Руков. Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Сила Руков можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании Сила Руков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Когда я еду на те или иные соревнования, я уже начинаю планировать сюжет моего выпуска. Я начинаю писать сценарий еще до того, как включил видеокамеру. Мы же с вами любим армрестлинг не за занятые места, а за эмоции. А на турнире AMC эмоций было предостаточно. Изначально я планировал сделать акцент на выступлении Олега Черкасова в новой для него 75-й категории. То, что Олег войдет в тройку, я не сомневался. Мне был интересен его поединок с Артуром Макаровым, но сначала Олегу нужно было пройти не менее грозного соперника — Цветана Гашевски. Техника борьбы Цветана очень неприятная для любого. Об его почти прямую руку спотыкался не один рукоборец. Но что мы видим? Судьи дают Гашевски второй фол и присуждают победу Олегу. Ёлки-палки, неужели борьбы не будет? Цветан подает апелляцию. Уважаемые судьи, ну дайте ребятам побороться. Фуф, апелляция принята и поединок будет продолжен. Цветан уходит в свой любимый King's Move. И видно, что Олегу непросто, но рука Гашевски не выдерживает мощного бокового давления Черкасова. И неожиданно очень интересная борьба развязывается за второй. Что же скажут судьи? Второй фол получает Цветан Гашевский, победу одерживает Олег Черкасов. Зрители в предвкушении поединка Олега и Артура. И смотрите, что происходит. Артур находится в более выгодной позиции и кажется, что еще немного и кисть Черкасова не выдержит. Но он умудряется каким-то образом держать. Да, сумасшедший поединок. Олег доказал, что ему пока нет равных ни в 65-й, ни в 75-й категории. Ну что, где там Прокопчук? Мы нашли ему достойного соперника. Как вы думаете, справился бы Олег Черкасов с Даниэлем Прокопчуком? Напишите в комментариях. Неожиданным для меня было выбывание Артема Тайнова из чемпионской гонки. Хаджимурат Залоев со старта втыкает руку Артема в подушку. Я было подумал, что вот он, новый чемпион 95-й категории. Неужели Залоеву все-таки удалось вернуть себе былую форму? Но, к сожалению, Хаджимурат получает травму и уже не может дальше бороться в полную силу. Да, такое бывает. Надеемся, что травма несерьезная и желаем осетинскому спортсмену скорейшего выздоровления. Хаджи в этот раз поднялся только на 3-ю ступень пьедестала. Сергей Богослов в этот раз добрался до 2-го места в 105-й категории, выдавая сумасшедшие поединки, от которых захватывало дух. Вот такой армрестлинг любят зрители. А первым в 105-й категории стал Марат Айбазов. Ну а чемпионом категории впервые стал Георгий Таутиев, выдавший шикарный поединок с Ильдаром Бубенко. Ильдар атакует и пытается раскачать Георгия, но Георгий сдерживает атаку и атакует сам. Вот это поединок! Ильдар Бубенко занимает 3-е место в категории 95 килограмм.
Друзья, это наш второй выпуск с турнира AMC. Если кто не успел посмотреть первый, посмотрите, он уже лежит на канале. Скоро вас ждет еще один не менее интересный сюжет с турнира Лиги AMC, поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить. В прошлом турнире я сказал, что я стану первым на следующем. Получается, что стал первым на следующем. Друзья, уже через 1,5 месяца мы планируем провести еще один турнир среди спортсменов-инвалидов, где будут бороться и новые лица, и наши старые друзья. Соревнований среди здоровых людей с хорошими призами много, чего не скажешь о соревнованиях среди инвалидов. Обращаюсь к вам всем с большой просьбой помочь нам в этом добром деле любой суммой. Денежные средства можно перечислить по номеру телефона, к которому привязана карта 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела, которые вы делаете, вернутся вам с процентами. А вот что думает о нашей идее проводить турниры среди инвалидов участник турнира AMC Адам Баркинхоев. Вопрос от автора канала. Что Адам думает о соревнованиях инвалидов, которые наши подписчики говорят, что инвалидов не нужно показывать, это не эстетично. Вот такой вот вопрос. Если честно сказать, если у меня была бы возможность, я делал бы турниры для инвалидов с хорошими призами. Они больше заслуживают эти призы, чем мы, потому что у них, жизнь чуть сложнее. Всевышний их так создал, это испытание. Но я думаю, они намного больше заслуживают, чем мы. Поэтому те, кто так говорят, не знаю, у них что в голове, такие бессердечные люди. Поэтому я прям поддерживаю. И когда смотрю на них, мне прям приятно бывает. У меня, знакомый тоже выступает. Я стараюсь, с Ингушетии тоже. Но я смотрю, он от этого, он от этого кайфует, прям, ему приятно. Когда видишь, он уже видит цель, ему хочется, что, если он будет дома сидеть и просто сидеть, что? А сейчас у него есть цель, тренируется, пашет там, туда-сюда, сейчас тренером устроился. Поэтому я думаю, что они намного больше заслуживают, чем другие спортсмены. Если, была бы моя воля, то я для них делал бы турниры с призовыми. На этом все. Подписывайся на канал, ставь лайк, если вам понравилось. Пишите свое мнение в комментариях, мы все читаем. И не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Это важно для нас и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13 Курбанов Эрик. Режиссер и оператор Зинятуллин Руслан.